Друзья, вот еще один пример очень-очень нежных цветочков, которые буквально прозрачные, с прозрачными лепестками. Это миниатюрные нарциссы желтого цвета. Я их сейчас открою и продемонстрирую вам, как я их укрепляю с помощью упаковочной тонкой бумаги. И вот такой бумаги. Это вот она для удобства выглядит так, но на самом деле это бумага, у которой с двух сторон клеевый слой. Вот именно ее я и буду применять. Score Tape. Вот такой вид специальной бумаги я купила. Там тонкие листочки внутри с клеем с обоих сторон. Ну вот. Убрала я защитный слой. Сейчас наклею на один из слоев. Но теперь она у меня снова безопасная, я ее могу брать. А то как клей открыла, так немножко страшновато было залипнуть. Чтобы никаких складочек я вот сейчас сделаю. То есть приклеивается это легко, но вот какие-то морщинки тут у меня получились, а я их не хочу, конечно. С помощью ногтя просто разглаживаю. Сейчас идеально сделаю, потом открою вторую клеевую сторону. Ну вот, теперь у меня здесь клей. Защитный слой выкидываю, а цветочки мои укладываю. Как только палец попадает на клей, я, конечно, приклеиваюсь моментально. Сейчас я просто как-то стараюсь экономно так разложить, компактно. Привычка такая. Все экономить. Вот. Иногда чем-то касаюсь и сразу приклеиваюсь. Так. Вот. Цветочки мои приклеились. Я вырезала первый цветочек из наклеенных, миниатюрный нарцисс. Вот он отдельно. А вот он был здесь. Теперь с его обратной стороны вот эта тоненькая бумажка с его обратной стороны. Вот, и он не такой хрупкий. Он благодаря клеевому слою, он даже, друзья, пластичный. Я его теперь буду подкрашивать. Вот если у меня что-то не получилось аккуратно
с этой основы, с клеевой вырезать. И я уже на картоночке его тут аккуратненько смотрю и аккуратненько подрезаю уже здесь. Дорабатываю. Ну, бывает, что вот не получилось аккуратно вырезать. Но это ничего страшного. Можно все подправить. Вот. А свободное пространство я тут заполнила синим дельфиниум. Цветами синего дельфиниума. Это тоже после высушивания цветы с очень тонкими лепестками. Я их укреплю. Вот, и получается, что я, как и хотела, экономно все использовала, вот этот квадратик. Выполняю очень-очень простую работу. Даже не смешиваю, беру чистую синюю пастель, одноцветную, и наношу ее на засушенные цветочки дельфиниума. Равномерно, без теней, просто наношу равномерно пастель на поверхность лепестков. С серединкой цветов ничего не буду делать, так и оставлю как есть. Дельфиниум хранит свой натуральный цвет прекрасно, долгое время. Но чтобы вообще не рисковать никаким образом, я все-таки покрываю пан-пастелью цветочки. Очень простая работа по покрытию мат-паджем, слоем мат-паджа лепестков дельфиниума, потому что по той же причине, что цветок простой, я подготовила достаточно большой объем растительного материала, который я сначала вырастила в своем саду, потом засушила под прессом. И в последнее время я его подготавливала для многих своих новеньких проектов. Что значит подготавливала? Там, где можно, я цветы и листья покрывала одним слоем мат-паджа, а где требовалось по инструкции, то и 2 слоя с лицевой стороны. Вот для этих листиков, это у меня листья полыни, я использовала мат-падж, который дает глянцевую поверхность. И была неприятно удивлена, что этот мат-падж изменил цвет. Листья были серо-зеленые, и я собиралась их использовать в ванной. У меня там серо-зеленый цвет, собиралась наклеить их на зеркало. Поэтому-то мне и нужна была глянцевая поверхность. А они стали зелеными. Теперь я буду их использовать для другого проекта, но не для зеркала в ванной. Еще вот такие растения я подготовила для моих новых проектов. Здесь у меня и космос, и миниатюрные нарциссы, и крупные цветы, лилейники, галлардия, хризантемы, дельфиниум. Я повторюсь, я использовала или
вот как для этого дельфиниума, мат-патч, который дает глянцевую поверхность, или мат-патч, который дает матовую поверхность. Я просто прикидывала уже, где я могла бы использовать эти цветы. На зеркальных, на стеклянных поверхностях я хотела бы иметь цветы тоже с глянцевой поверхностью. А на деревянной поверхности без лака я бы хотела иметь, соответственно, растительный материал с матовой поверхностью. Первая идея у меня, друзья, это украсить вот этот вот фужер. И то, что у него, как сказать-то, ножка синего цвета. Мне сразу пришла в голову идея использовать дельфиниум. Забыла сказать, что была я удивлена, я работала впервые с мат-паджем, который дает глянцевую поверхность. И написано по инструкции, что один слой достаточно. Но, скажу честно, мне глянец нравится после нанесения второго слоя. После первого какой-то он не очень выразительный. Ну вот. И фужер мой, он узкий, это для шампанского фужер. И я вот смотрю на размер цветочка и на размер фужера, прикидываю, что мне достаточно будет одного цветочка. Я тут думала, как у меня фужеров 6. Как же мне сделать так, чтобы цветы были... Они, конечно, все разные цветочки-то, которые поменьше, которые побольше, и форма чуть-чуть отличается. Но я хотела, чтобы на фужере цветы располагались на одинаковом расстоянии, например, от кромки бокала. Ничего лучшего не придумала, как с внутренней стороны приклеила кружок для ценников. Вот пишется цена и приклеивается куда-то ценник. Вот, я померяю расстояние до этого кружка от кромки и буду приклеивать на каждый следующий бокал точно на таком же расстоянии. А сам кружок – это ориентир, центр, куда приклеивать мне цветочек. Посмотрю, как это работает. Ничего лучшего не придумала. Моя задача сейчас нанести клей с обратной стороны цветочка. Вот этот цветочек дельфиниума у меня, он с подложкой. Это оберточная тонюсенькая бумага. Она хорошо приклеена благодаря специальному листку с клеем. У меня этот цветочек пластичный, я его могу запросто брать в руки. И вот в данном случае я буду наносить мат-патч. Мне кажется, никакого значения не имеет, какой мат-патч я буду наносить сейчас. Но я уже работала, я знаю характер матового мат-патча. Вот что я делаю для прочного приклеивания на поверхность. В данном случае у меня, видите, друзья, это будет стеклянная поверхность фужера для шампанского. Я вот нанесла этот мат-патч и 30 секунд выдержу. Он немножко загустеет, и тогда я его
с большой гарантией хорошо приклею. 30 секунд. Кружок, белый кружок, это для меня как ориентир. Я буду стараться именно по центру этого кружка расположить центр моего цветочка. И тогда надеюсь, что в результате у меня все 6 фужеров будут примерно одинаковые. Я приготовила салфеточку, чтобы хорошо прижать. Я уже думала на тему, если мне недостаточно будет блеска, то я могу усилить блеск, уже нанося 3-й раз слой глянцевого мат-паджа. Ну, я посмотрю, мне кажется, нормально блестит. Надеюсь, вы хорошо поняли, что я этот белый кружок приклеила с внутренней стороны. Сейчас, когда у меня тут все по плану произойдет, то есть я приклею нормально цветочек мой, я, конечно, его уберу. Это был просто ориентир. Вообще-то полное высыхание мат-паджа любого, и глянцевого, и матового, 4 недели. Я уже любуюсь на приклеенный цветочек дельфиниума на моем фужере. Да, я помню, что полное высыхание, вот я же сейчас приклеила на стекло мат-паджем, не каким-то клеем, а мат-паджем, приклеила свой цветочек на стекло, и полное высыхание, согласно инструкции, довольно долго, 4 недели. И то, что у меня мат-падж не только послужил мне как клей, я приклеила на стекло, но у меня же мат-падж, вот именно вот этот вот супер блестящий, супер глянцевый, он нанесен у меня дважды, двойным слоем по лицевой поверхности цветочка. Да, он тоже будет 4 недели высыхать. Мне не к спеху. Мне не к спеху. Подождем. Вот. Зато, вот написано в инструкции, once cured, surface may be cleaned with damp cloth. То есть после полного высыхания можно протирать поверхность с этим мат-паджем мокрой или влажной тряпкой. Я собираюсь даже мыть под краном руками свои фужеры с наклеенными цветами. Я знаю, что это до меня уже практиковали, и поэтому не боюсь. Я знаю, что существует мат-падж, вообще который рассчитан даже на мытье, например, таких вот фужеров с приклеенными цветами, даже в посудомоечной машине. Но у меня не такой, у меня его просто нету. Поэтому я буду мыть руками. Это же более щадящий режим мытья. И надеюсь, что будет все хорошо. Я просто слышала от других художников-флористов, которые уже применяли этот мат-падж и моют бокалы, вазы стеклянные после полного высыхания под водой, под краном, руками, но не в посудомоечной машинке. Однако существуют даже и такие специальные мат-паджи. Я померяю, какое расстояние от кромки фужера, 4 сантиметра. И сейчас я эту этикеточку заберу
И приклею на следующий фужер на расстоянии 4 сантиметров. Таким образом я пытаюсь соблюсти одинаковое расстояние для всех моих 6 фужеров. Ну вот я закончила приклеивать синий дельфиниум на 6 моих фужеров для шампанского. На глаз вроде бы все у меня получилось. Цветы примерно на одинаковом расстоянии. Глянец я больше, чем есть у меня, я не хочу, поэтому не буду наносить еще один слой. Это, кстати, чревато, что я намажу на стекле. И еще неизвестно, как смогу почистить или нет. А сейчас то, что я выдерживала 30 секунд времени после нанесения мат-паджа, перед тем, как приклеить на стекло, это сработало. Мат-падж становился густым, и когда я прижимала цветок к стеклу, то он не выступал. Хорошо сработало для меня, я очень рада. Но на всякий случай, я, конечно, держала под рукой. Если бы что-то выступило за края цветочка, я бы вот этой влажной ватной палочкой стерла бы. Написано в инструкции на мат-падже, что пока он еще не высохший, можно убрать влажной тряпкой, ну вот в данном случае ватной палочкой, а сухой палочкой бы подтерла. Но мне они ни разу не пригодились. Все получилось у меня аккуратно и красиво. Друзья, прошло более 4 недель, поэтому, согласно инструкции, мои цветочки, приклеенные с помощью мат-падж на фужеры, должны просохнуть. Я их собираюсь сейчас помыть с помощью мыла и спонжика, как обычную посуду. Посмотрим, что из этого получится. Я мою как внутри фужер, так и снаружи. И напоминаю, что существует вообще-то такой мат-падж, который способен выдерживать мойку в посудомоечной машине. Но у меня такой, который только можно мыть ручным способом, без посудомоечной машины. Смываю мыло. Вода у меня теплая. Вот. Ну что могу сказать? Все напрочь приклеилось. Поэтому такие бокалы можно мыть после употребления.
Все, бокал отправляется сушиться. Качеством я довольна.